БМП-3 против американской Брэдли. Посмотрим! Поехали! Бам! Там горит! Когда русскому инженеру скучно, он приделывает пушку к пушке. Именно так случилось и с БМП-3. Сегодня у нас легендарное противостояние американской Брэдли против нашей БМП-3. На вооружении БМП-3 стоит пушка 2,70, это 100-й калибр, 30-й калибр пушка 2,72. Там стоит еще пулемет Калашникова танковый и ПТУР Бастион. Американская БМП Брэдли, помимо того, что здесь стоит FN-МАК пулемет, здесь еще стоит противотанковый управляемый ракетный комплекс ТОУ называется. И главное вооружение пушка 25-го калибра М242 Бушмастер. Так, стреляем сначала 30-м калибром. Здесь мы измеряем расстояние 115 метров у нас получается. В левую часть вот сюда стреляем 30-м калибром. Поехали! Так, теперь постреляем по башне немножечко. Неплохо! Теперь выстрелим в манекен в левый. Башня заблокирована, отлично. У-ху! Круто, мне понравилось, 30-очка работает отлично и сильно не глушит. Потом уже, когда стреляешь в серии, немножечко появляется загазованность и не очень комфортно стрелять. Пересаживаемся в Брэдли. Бойцы бизнес-фронта, здравия желаю. Вражеская бухгалтерия не дает покоя. Штатный бухгалтер дезертировал в декрет. А знаете, сколько в среднем бизнес тратит на содержание бухгалтерии в 2025 году? До хрена. Суммы могут достигать миллионов рублей. А ведь штатный бухгалтер – это не только зарплата, но и отпускные, больничные, декретные, ну и так далее. И никакой гарантии своевременной отчетности. И сегодня он есть, завтра он ушел. В общем, без паники.
есть Maca Expert. Это тяжелая артиллерия в борьбе за оптимизацию расходов. Основатель первого в России бухгалтерского конвейера Maca Expert – коренной дальневосточник Александр Лыков. И он не понаслышке знает, как сложно найти квалифицированные кадры и содержать бухгалтерский штат, будь то мегаполис или удаленный регион. Технологии Maca позволяют предоставить полный спектр бухгалтерских услуг юридическим лицам и ИП по всей России. От Калининграда до Находки, от Магадана до Севастополя на вас работает готовая команда профессионалов, которая на протяжении более 10 лет помогает предпринимателям по всей России решать любые вопросы, связанные с бухгалтерским или налоговым учетом. Автоматизированные процессы Maca, как в боевой машине, гарантируют своевременную отчетность, абсолютные гарантии и минимизацию затрат до 80%. Уже более 700 компаний доверили свой учет бухгалтерии будущего Maca Expert. Подключайте сегодня. Всего от 2500 рублей вы получите готовую бухгалтерию уровня больших корпораций. И первый месяц всегда бесплатно. А ссылочка в описании. Десантируемся в БМП Брэдли. Залазим сзади, потому что сверху стоит мангал. Вот так выглядят подкалиберные снаряды. Вот они. Кстати, мы сняли колпачки. Судя по всему, это транспортировочные контейнеры. И здесь они сверху стоят, и их нужно снимать. Мы их обязательно зарядим следующими. Сначала постреляем осколочно-фугасно-зажигательными. Пересаживаемся на место наводчика. Воу. Очень большой, очень качественный. Нравится прицел. Тепловизор родной. Класс. И здесь тоже чебурашка. Вот так-то управляется. Видите, это мигает штука. Это значит, я сделал захват цели. Вот эта кнопка отвечает за захват цели. Вот, я ее захватил. Все, даже если я в разные стороны буду вертеть, у меня цель захватывается. Вот, перемещается. Видите? Ну, то есть она, конечно, перемещается не очень быстро, но тем не менее перемещается. Если у нас будет осечка, нам нужно будет нажать на эту кнопку. Эта кнопка, она должна будет мигать. Вот это будет осечка, тогда он ее выбросит. Стрельба происходит таким образом. Мы управляем чебурашкой. В данный момент здесь механизм поврежден, поэтому мы будем управлять механикой. Это в случае, если электроника перестала работать. Это автонаведение. Здесь фокусное расстояние. Зажимаем и стрельба на правую кнопку. Сейчас я буду стрелять по БМП. По БМП-1. Прохожу мимо Ромео и поврежденной уже Джульетты. Опускаюсь ниже. Стреляю, как и обещал, в правую часть. Буду стрелять вниз. Делаю захват цели. И работаем. Чуть левее. А теперь AC/DC. Работаем. Теперь очередь Ромео.
БМП-3, точнее, здесь стоит родной тепловизор, здесь ничего не поменяно фактически. И в этот тепловизор мы видим, что смещение на цель примерно, ну, как сказать, вот механический прицел. Получается, практически метр вверх нужно брать, чтобы попадать именно в цель. Поэтому БМП-3 здесь точнее была. Хотя, конечно, не стоит исключать тот факт, что все-таки эта БМП была чуть-чуть подбита. Смотрите, что случается с манекеном или с человеком, который в посадке пытается укрыться от БМП Брэдли. Он не особо укрывался, конечно же, но у него дырки в голове. Ветер в голове, а я влюбленный. Как я сказал, пушка Бушмастер неточная. Я смотрю в тепловизор, попадает она вправо и вниз. То есть мне нужно было на метр брать вверх и на полметра влево, чтобы попадать в принципе. Ну и попадания вот такие. Здесь как будто бы осколочно-фугасный снаряд разрывается, и здесь исключительно осколочные попадания. То есть как будто прямого попадания не было. Или было? Нет, все-таки какое-то было вот в эту часть. Ну, в общем, да, тут очевидно половины манекена отныне не существует. Жалко, что не удалось попасть в пластину 5 класса, но из предыдущего ролика вы поняли, что команданты не попаданты, или команданты хрен попадешь. Да, пластина целая. Это значит, он как будто бы требует продолжения банкета. И может быть так и будет. Мы его насадим вот на эту часть и попробуем сделать еще раз то же самое. Нравится тебе это или нет, я это сделаю. В заднице, в общем, какие-то пробития тоже есть. И вокруг щепки летели в разные стороны. То есть здесь мы можем сделать вывод, что дерево от 25-го калибра вас не спасет. Вот, кстати, фрагмент осколка. Смотрите, какой он здоровый. Вот он, огромный такой. Вот этим порубить щепу — это очень даже прилично. Осколочное воздействие, видите, какое? Прорубает даже железные какие-то детали. В общем, да, здесь без шансов. А броник Кольчуга молодец. Выдерживает удары судьбы уже второй раз. Кстати, компания «Щит и меч». Молодцы, ребята, хорошую баллистику делают. Видите, в принципе, большую часть осколков броник-то задержал. Вот здесь просто было какое-то прямое, походу, попадание. И он смялся. Да, ну, конечно же, в затылке у него есть дыры, поэтому ничего не попишешь. БМП Брэдли дает жару неплохо. Вот еще одна рука. Блин, может подогнать ее моему другу? Музыкант до рассвета. Братишка, только свистни. Что же сделал 30-й калибр? Вот о чем я говорю. Пушка 30-го калибра была точнее в несколько раз. Я попадал ей даже в ноги. Посмотрите, я поразил ее ноги. Ну надо же, а? И мало того, я поразил даже пластину 5 класса. Видите, вниз было попадание, и не одно, их было несколько. Она, это Джульетта, как бы говорит: за что мне все это? Смотрите, какую дыру образовывается. Вау! Мне это нравится. Джульетта, прости, что так вышло. Но я вынужден порезать твой бронежилет. Смотрите, что случается, когда по тебе бьет 30-й калибр. В сегодняшнем испытании пока что по пушке побеждает 30-ка. А я только что керамики наелся. Я пытаюсь понять, как это было. Вау. Это сильно. Буквально пластину 5 класса. А тут очень хороший СВМП. Вывернула насквозь внутрь. Это такая воронка получилась. Вот в какой рог превращается пластина 5 класса, если 30-ка попадает по человеку. В нашем случае страдала манекенщица. В левую часть я стрелял 30-кой, то есть вот эта 30-ка, вот эта 30-ка, эта 30-ка. Правее в нижнюю часть я стрелял, но попадать получалось не очень, и вот куда-то туда я засаживал, потому что 25-й калибр, он как бы хорош, наверное, но пушка то ли не настроена, то ли
само по себе приспособление прицельное очень сильно косит. И получалось так, что я стрелял вниз, здесь было задымление, и казалось, что я попадаю туда, куда нужно. Здесь примерно кучность у них, наверное, одинаковая. Ну, то есть, вот так. 30-й калибр выглядит вот так. То есть, вот эта вот гомогенная броня, которая многослойная, она выламывается. То есть, фактически он пробивает, 30-ка пробивает не только одну стенку, но и две. Фактически 30 миллиметров брони проламывает спокойно, без затруднений, учитывая, что там еще какой-то шлак лежит. Так. Дайте-ка я подумаю. Вот это все сделал 30-й калибр. Это было кучно, это было красиво, это было бронебойно. И да, я зарядил бронебойно-зажигательный калибр 30, а из Брэдли я стрелял осколочно-фугасно-зажигательными. И знаете, в чем дело? В том, что осколочно-фугасно-зажигательные не пробивают БМП-1. Вот попадание Брэдли. Это 25-е осколочно-фугасные снаряды. Бам-бам-бам-бам-бам, никаких пробитий. И вот в левую часть я тоже стрелял. Как видите, он просто ее не пробивает. Стало быть, сейчас мы попробуем следующее. Мы зарядим в БМП-3 осколочно-фугасный, а в БМП Брэдли зарядим 25-й подкалиберный снаряд. И посмотрим, что будет. Это осколочно-фугасные снаряды. Их мы сейчас поменяем на подкалиберные. Подкалиберные у нас выглядят как такие танковые маленькие попсы. Важное уточнение, что из БМП-3 можно стрелять сразу же после запуска. Система у БМП Брэдли запускается несколько минут, то есть буквально около 3-5 минут. То есть это тоже очень важное уточнение. И я хочу посмотреть, что бывает, когда ты находишься, если ты пехотинец, рядом с пушкой Бушмастер, и когда Брэдли стреляет достаточно быстрого, с достаточно близкого расстояния. Здесь буквально 115 метров. Стреляет пушка Бушмастер, 25-й калибр, БМП Брэдли, американская. Стреляем подкалиберными снарядами по башне БМП-1. В этом противостоянии у нас получается 1-1. Вот это уже 30-ка осколочно-фугасное воздействие, а нижнюю часть здесь разразилась буря подкалиберных снарядов. То есть это буквально ломы, которые отломали в прямом смысле слова, выломали часть башни БМП-1 в передней части и в верхней проекции. Вот этот кусок, он был на месте, теперь его тоже нет. Ну и вот воздействие ломов тоже, видите? Первое, второе и третье. И он буквально очередью выламывает огромный кусок. То есть, если наша 30-ка шьет, что, в общем, тоже неплохо, но здесь тоже интересное воздействие, он буквально выламывает броню кусками, подкалиберный снаряд. 30-ка, видите, проламывает просто дырку, то есть, даже если очень рядом, просто дыра, а здесь уже такой выламывает. И там в башне, и здесь сбоку. Вот этот кусок, вот он был здесь. Вот как-то так, да, видимо? Или наоборот. Вот так. Ну, в общем, да, этот лом какой-то, он такой интересный. То есть, как будто бы он еще и прожигает что-то там. Странненько, в общем. Странненько. Раз, два, три и выламывается. Обережно. Ну и, наконец, вы можете увидеть, как выглядит отверстие от лома. Вот оно, в мой указательный палец. Но
Это очень смертельная вещь, потому что он попадает, и броня буквально лопается от его воздействия. В нескольких местах он попадает и разламывает броню, буквально ее как грецкий орех. Она была целенькая. Где этот парень берет пушки? Да, это самый распространенный вопрос, который меня задают. И правда, где ты берешь свои пушки? И я скажу тебе в секретном канале. Две БМП будут стрелять одновременно вон по тем брустверам. Один слева, другой справа. И мы посмотрим на скорострельность. Какая из пушек лучше справиться с задачей, как можно быстрее прорубить этот земляной вал. Работаем! Смотри, смотри! О! У-ху! Жара! Пушка 30-ка идеально справляется с задачей. Это была... Это все? БМП-3 работает идеально, потому что в ней меньше электроники. Видимо, по этой причине стоит дешевле, и она по этой причине легче вдвое. В данный момент очевидно, что Брэдли практически не стреляет так, как этого хочет оператор, наводчик или командир, потому что электроника какая-то выходит из строя, и она стреляет одиночками. И это, безусловно, большой минус. Хорошо. Это результат работы 30-го калибра БМП-3. Я буквально эту кучу располовинил пополам. То есть все, что было бы сзади, скорее всего, я бы уничтожил. Будь тут бронетехника, не знаю, еще какая-то штука. У танка точно вывелись бы какие-нибудь приборы внешнего наблюдения, там радары, рэбы, защитные сетки, мангалы и все прочее. Кстати, по танку-то БМП Брэдли стрелять уже нечем. А вот 100-м калибром из БМП-3 мы сейчас зарядим. По-моему, этот курган как стоял, так и стоит. 25-очка вообще с ним никак не справилась. Какие-то попадания были, конечно, в верхнюю часть. Воу, снаряды тут валяются. Но, скажем так, если бы это было домашним заданием, которое я задал, это было бы на троечку. Воу, птуры тут летают еще. Замечательно просто. Смотрите, ОФЗшечки неплохо разрываются, скажу честно. Но все-таки темп 30-ки и ее калибр, видимо, решают. Он буквально прошивает насквозь и делит на две аккуратные сисечки пополам.
А этот террикон маленький как стоял, так и стоит. Но если бы добавить, наверное, быка раз в 30 больше, так, наверное, бы пропилил. Мы ничего не выдумываем, вы видите сами все. Все как есть. Вау, круто. Теперь, когда у обоих бэк закончился БК, дело вступает сотый калибр. От меня в 1000 метрах находится танк. Самый что ни на есть трушный танк Т-64. И по нему БМП Брэдли уже стрелять не может, ей просто нечем. Если только из FN-мага пострелять немножечко, но я думаю, что это абсолютно бесполезная вещь для танка. Но сейчас я буду стрелять сотым калибром из БМП-3, когда БМП Брэдли будет молчать. Заряжаем. Проверяем наводку. Показывает 840. Работаем. Да! Нравится? У-ху! Поехали! У-ху! Поехали! У-ху! Бам! Там горит! У-ху! О, моща! Круто! Сама по себе пушка 2,72 30 калибра у БМП-3 это очень хороший аргумент и без того. И в сравнении с 25-кой, конечно же, вы все видели сами, и тут ничего не добавишь. Но когда аргументы 25-ки уже заканчиваются, в дело вступает сотый калибр пушки 2,70. И сегодня мы убедились, что пушка 2,72 БМП-3 уничтожает легкобронированную технику при помощи своих бронированных снарядов. Если нужно уничтожать пехоту или легкие укрытия, для этого подходит ОФЗ идеально. Подкалиберные снаряды БМП Брэдли тоже выламывают буквально броню, и это тоже очень хороший показатель. Но ведь у 30-ки тоже есть подкалиберные снаряды, и однажды мы их покажем. И, к сожалению, пушка Бушмастер не вывезла эту дуэль против нашей 2,72, потому что 2,72 круче по всем параметрам и по скорострельности тоже. Выводы вы, конечно же, делаете в комментариях, напишите, что мы что-то сделали не так, это Брэдли была уставшая. Поверьте, БМП-3 тоже достаточно подустала сегодня, но она уничтожила танк, она уничтожила бункеры и она разнесла броню БМП-1. С вами крупнокалиберный переполох, и не переключайтесь, ведь дальше будет что-то очень интересное. Увидимся.